Итак, это первый стикер в этом стикер-паке, и он как бы приветствует нас. Он нам машет, он как бы говорит нам «Привет!». Что за милый малыш? Он стоит на двух ногах. Все ежики в этом стикер-паке стоят на двух ногах. То есть они такие антропоморфные в этом смысле. Привет, милый ежик. Второй малыш внезапно зол. Как бы говорит он, подняв лапку, и явно там кулачок на конце этой лапки. Что же так разозлило малыша? Он же ведь добросердечный, это же видно по нему. Нужно было сделать что-то очень нехорошее, чтобы вызвать такую его реакцию. Злится малыш. По-моему, он всем нам покажет. Ха-ха-ха. Упал на спину аж. Настолько ему смешно, и слезки из глаз потекли. Какая буря эмоций. Видите, все эти его эмоции, они какие-то такие невинные и добросердечные, что ли, я не знаю, как это назвать. То есть он милейше здоровается, милейше злится и милейше смеется. Как ребенок. Ха-ха-ха. До слез. Дождик. Впервые мы видим нашего ежика, использующего какие-то предметы из людского обихода. То есть зонтик, шарфик и сапожки. Ну, видимо, они нужны были для этого сценария под названием «Ежик под дождем». Есть ощущение, что он чего-то ждет. Он смотрит на нас как бы в ожидании. Он никуда не идет, он просто стоит и чего-то ждет. Скорее всего, нас. Было бы очень мило, если вы назначили с кем-то встречу, и пошел дождь, и кто-то вам пишет, мол, я скоро уже приду. А вы этому человеку шлете вот этот стикер, который символизирует вас в этот момент. Это было бы просто милейше. Сколько раз еще за это видео я скажу слово «милейше». Малыш пьет чай. Я уверен, что это чай. И обратите внимание, как он сидит. Поджал ножки и сидит на попе. Мне что-то кажется, что он достаточно легко может покатиться куда-нибудь. Ежик протягивает нам конфетку, на которой так и написано «конфетка». Это подарок. Эта конфета, в половину его тела, и он ее где-то достал и принес нам. Это подарок для нас, от него, потому что он добрый, хороший малыш, щедрый. Щедрость – это важная черта характера хорошего человека, мне так кажется. Доктор Ёж. Мне почему-то кажется, что это медсестра, а не доктор. Вот эта шапочка, она напоминает мне о медсестрах. Значит, медсестра Ежиха пришла поставить нам укольчик. Ну что же, я в принципе доверяю. Если бы я показался в каком-то сказочном мире, где были бы разумные животные, я бы доверился этим животным в вопросах лечения меня, потому что если ты попал в такой сказочный мир, то, скорее всего, этот мир работает по сказочным законам. А значит, медицинская помощь, оказанная тебе животными, доброжелательными животными, она окажется совершенно чудодейственной, и ты снова побежишь по дорожке. Ок. Это интересно. Сейчас слово «ок» стало каким-то пассивно-агрессивным. Если напишешь кому-нибудь «ок», то ему кажется, что ты дуешься. Но это же странно. Хотя вот «ок» с восклицательным знаком вроде бы не имеет таких коннотаций. Это такой воодушевленный «ок», как бы говорящий «хорошо». И широкая улыбка ежа это подтверждает. Он держит знак. Я не знаю, может быть, он не умеет говорить, поэтому ему нужны знаки, чтобы выражать свое. Ежик говорит нам «ок». Мы ему что-то предложили, что-то сказали, а он такой «ок». Это можно. Это ничего страшного. «Да», как бы говорит нам ежик. Заметьте, тут уже без улыбки, потому что, как мне кажется, как раз на предыдущем стикере улыбка была для того, чтобы нивелировать вот это вот современное значение этого «ока», чтобы сделать его максимально доброжелательным. А слово «yes» не имеет никаких негативных коннотаций, поэтому его можно сказать и без улыбки. На предыдущем стикере «ок» был таким транспарантом на двух палочках, а «yes» — это именно табличка на дощечке.
Этот ок, видите, он был прям праздничный какой-то. На демонстрацию можно с таким идти, как бы говорить ок, а yes это именно такое строго функциональное. Не как какой-то лозунг, а используемое именно как средство коммуникации. Табличка yes. И такая же точно табличка no. Thank you, говорит нам девочка-ежик. Это вот явно девочка-ежик. Почему? Почему девочка-ежик говорит thank you? Потому что так заведено, что, как правило, мальчик делает для девочки что-то приятное, а она-то ему и говорит спасибо. Это некоторый сексизм со стороны автора пака, не правда ли? Какая-нибудь психическая феминистка обязательно сказала бы, почему эта девочка говорит thank you, и почему эта девочка обязательно должна быть в бантике. Что это за дурацкие стереотипы? Может быть, я хочу быть без бантика, может быть, я хочу быть постриженной под ежика. Два ежа, очевидно, взрослых уже малыша, потому что они пьют пиво пенное, под ритмы современные, и едят опять же суши, какие-то багеты, или может быть это сосиски, и еще справа какая-то баночка стоит. Может быть это какой-то соус барбекю. Значит, у меня есть ощущение, что они после работы зашли в некое заведение, чтобы отдохнуть, забухать, расслабиться и оставить позади все напряжение рабочего дня. Они друзья, коллеги. В общем, этот день подходит к концу, и слава богу. Это все, что у нас есть. Мы с тобой и это пиво. Малыш принес нам цветочек. Это вот явно мальчик. Возвращаясь к ужасным деструктивным стереотипам, это явно мальчик, который принес цветок для девочки. Он даже не прячет цветок, как можно было бы сделать, да? Выглядываешь, а цветок прячешь в другой руке. Нет, он цветок вытаскивает впереди себя. Настолько ему не терпится его преподнести. Это же милейше. Как бы та-да! Вот и я, дорогая. Настала осень. Малыш радуется падающим листьям. Знаете, в детстве действительно была вот какая-то романтическая аура у осенних листьев. Мы все время рисовали их в детском саду и все такое. Цвета красивые, потому что оттенки желтого и красного. Все это очень красиво, главное замечать это. Вы посмотрите на этого ежика-путешественника. Он смотрит в подзорную трубу, он куда-то летит, и он смотрит, куда он летит. Вот это прикол. Бесстрашный ежик среди облаков. Хотел бы я быть как он. Печаль, беда. Это самый, наверное, драматичный стикер в этом стикер-паке. Произошла какая-то драма. Ежик плачет, ежик молится, и он перед свечками. То есть у всего этого есть какой-то религиозный оттенок. И первое, что мне приходит в голову, кто-то умер. И ежик оплакивает этого человека. Странно иметь такой стикер в этом стикер-паке, потому что у него слишком узкая, что ли, направленность. И даже если действительно кто-то умер, вряд ли ты будешь слать этот стикер тому, у кого кто-то умер. Или если у тебя кто-то умер. Ну, то есть, это слишком милый стикер для этого момента. Я могу представить разве что, если умер какой-то, я не знаю, попугай, окей. В этом случае этот стикер будет окей. Вот, я очень люблю этот стикер. С него хорошо начинать разговор. Он абсолютно ненавязчивый. Помните, в предыдущем видео про стикер-паки был котик, который торчит из-за угла или из-за двери и говорит «ку-ку». Тот котик привлекал к себе внимание сразу. Он требовал внимания. Этот ежик делает это очень-очень ненавязчиво. Возможно, вы сидите к нему спиной, и он не хочет даже, чтобы вы видели его. Он просто выглянул, чтобы посмотреть, что у вас там, что происходит. Может быть, вы заняты, может быть, вы не в духе. Он делает это супер тактично. Если вы заняты, если он поймет, что сейчас не до него, он обратно засунется совершенно бесшумно, точно так же, как вылез. И вы даже не узнаете, что он был тут. Ежик стоит на 4 лапах. И нарисован, по-моему, он как-то немножко по-другому, чем на других стикерах. То есть это самый настоящий ежик из всех ежиков. И он, будучи глупым зверьком, не антропоморфным, не стоящим на 2 ногах, а глупым малышом, он задается вопросом. Видимо, в этом смысл того, что он стоит на 4 лапках, чтобы убавить ему ума.
И он не понимает, что собственно. Как это так? У ежика есть ключ к твоему сердцу. Огромный ключ. Этот стикер говорит нам, что у меня есть ключ. Давай откроем. Давай откроем что-то. Я принес его тебе. У тебя есть замок, а у меня есть ключ. Так что все будет хорошо. У нас есть перспектива некая. Опять антропоморфный ежик в пенсне, в пиджачке, в бабочке, с зонтиком и с часами. По-моему, это такой закос под кролика из Алисы в стране чудес. То есть часы — это ключевой элемент этого стикера. Все остальные ежики с этих стикеров, может быть, не знают, сколько сейчас времени. Они живут в своем ежином, беззаботном мире и не задумываются о времени. Но этот ежик, у него все под контролем. Он знает, сколько сейчас времени. Ежик принес нам чаю. Кружка больше, чем он сам. Помните, был стикер, где он пьет чай, но там кружка была маленькая, под его размер. А тут кружка огромная, то есть это явно кружка для человека. И он принес этот чай нам. Как он его доволок? Как он его вообще сделал, этот чай? Знаешь, мне кажется, что если я сейчас подниму эту кружку, то ты поднимешься вместе с нею. Поэтому давай ты сначала ее отпустишь, а потом я уже ее возьму. Так, мы впервые видим другого обитателя этого мира. Это, по-моему, Мишка. Ежик и Мишка наряжают елку, стоя на стремянках. Как им не стрёмно на этих стремянках. То есть они в своем этом сказочном мире празднуют Новый год. И ежик крепит на елку маленькие звездочки, а Мишка надевает на верхушку большую звезду. Распределение обязанностей. Если я правильно понимаю, малыш идет с рыбалки. В руке у него ведерко с уловом, а в другой руке удочка. И он думает о том, кто ждет его дома. А дома его ждут котик, зайчик, Мишка и, собственно, он сам. И он мысленно подсчитывает, всем ли хватит рыбки. Поскольку нас 4, каждому достанется рыбка. Так что рыбалка удалась. Он всех накормит, он большой молодец. Помните, у нас был стикер про дождик, где малыш стоит и чего-то ждет под зонтом? На этом стикере малыш идет справа налево. И почему-то, хотя в этом мире есть канонично зонты человеческие, на этом стикере роль зонта выполняет лопух и сидящая на нем лягушка. Хотя я не думаю, что лягушка имеет какую-то функциональную роль, она просто, видимо, составляет ежу компанию. Малыш все еще в сапожках, скорее всего непромокаемых. Он задорно шлепает по лужам из точки А в точку Б. Хотя скорее с точки Б в точку А, потому что точка Б у нас справа, а точка А слева. Согласно всем законам всего. Хорошо. Выглянуло солнышко. Солнце взошло из-за тучки. И оно улыбается ежику, потому что в этом мире господствует абсолютная доброта во всем. И даже солнце — это не бездушная пылающая звезда, а разумное существо в каком-то смысле. И оно улыбается всем, на кого оно светит, в том числе и ежику. А ежик радуется солнцу. Ура! Наконец-то солнышко выглянуло. Ха-ха! Малыш собирается что-то приготовить. Он настолько воодушевлен, что аж закусил язычок. Я так плаваю, я замечаю, что в бассейне, когда плыву, мне нужно высунуть язык. Почему-то мне так проще. Ну да, ведь закушенный язык — это традиционно символ какой-то увлеченной деятельности. И этот малыш, держа в одной руке сковородку, а в другой лопатку, сейчас будет что-то люто бешено готовить. О боже, аж страшно становится от его энтузиазма. Мне кажется, в готовке излишний энтузиазм может пойти во вред. Мне кажется, готовка — это такая вещь, требующая определенного хладнокровия. А то можно и пересыпать чего-нибудь. Малыш заснул. Он спит на подушке и сжимает в лапках, кажется, это одеяло. То есть он так спит. Сначала одеяло было на нем, но ему, в силу каких-то инстинктов, рефлексов, я не знаю чего, ему уютнее, когда ему есть что
сжать в руках. Может быть, это имеет отношение к... какая-то, видимо, защита, что ли, какое-то спокойствие. Ты не один, у тебя есть твоя дубина, которую ты сжимаешь, то ли что-то такое. В принципе, все. Такие дела.